Да, люди здесь очень милые, прекрасные, особенно в Чуме. А где вы были? Я сейчас делаю небольшое исследование для моего документального фильма. Иранской девушке, которая привыкла жить все-таки в теплых климатических условиях. И каждый раз спрашивала своего гида: у вас уже выпал снег, уже тундра покрыта снегом? Как у вас сложились с ними отношения? В первое время мне было очень сложно принимать то, что вот эти самые олени идут также и в пищу. Что сказал муж? Я вручу мужу его подарок. Это кисы. Like you have the same pocket. Recently I forgot. Сагол, вы сегодня уезжаете из Салехарда, вы почти 10 дней пробыли на Ямале и снимали документальный фильм. Почему вы решили снять фильм о ненцах? Это ваша личная такая идея, инициатива или чье-то задание? Я читала книгу о истории жизни здесь, на Ямале, про Сибирь. Очень много изучала тему Сибири и давно хотела попасть сюда. Также я видела фотографию в National Geographic, которая показывала как раз жизнь в тундре. Задала вопрос, откуда эта фотография, и мне сказали о том, что она сделана на Ямале. Так как у меня был опыт уже путешествий по холодным странам, таких как Северный полюс, Южный полюс и другим, я не боялась холода, решила приехать сюда. Но сам фильм вы снимаете сами, это вы решили сами, или все-таки National Geographic вам заказал этот фильм, и он где-то будет транслироваться? Я сейчас делаю небольшое исследование для моего документального фильма, которое продлится, я думаю, что более чем 1 год. Я хочу также вернуться сюда в декабре еще несколько раз для того, чтобы его завершить. И, возможно, потом следующий документальный фильм будет уже создан для National Geographic или для какого-то другого канала. А не страшно иранской девушке, которая привыкла жить все-таки в теплых климатических условиях, ехать на крайний север, на Ямал, тем более в декабре, когда здесь будут очень сильные морозы? Как раз наоборот, когда я планировала поездку сюда, я была уверена, что здесь в это время уже будет достаточно прохладно, и каждый раз спрашивала своего гида: у вас уже выпал снег, уже тундра покрыта снегом или нет. В этот раз не удалось увидеть снежную тундру, и поэтому я планирую приехать именно в снежный сезон, я не боюсь низких температур. Что вам удалось снять? Вы зачем сюда ехали? О Ямале, в принципе, очень много снято и рассказано. Что нового о Ямале захотели рассказать и показать вы? Мне была интересна жизнь кочевых народов, так как у нас в Иране также проживают кочевые племена. И поэтому сравнить и показать жизнь кочевых народов здесь, на Ямале, с теми, кто проживает в Иране, было моей задачей. Получилось у вас? Что для себя вы нашли общего и какие, может быть, различия вас удивили, восхитили, поразили? Да, разница показалась мне огромной, потому что кочевые племена в Иране не живут при таких низких температурах, и жизнь здесь достаточно сложна именно из-за того, что люди живут в условиях, когда минус 40 и минус 50, это довольно сложно. Но именно сам Чум, как строение, оно очень похоже на жилище, которое у нас есть в Иране. А насколько люди охотно откликались на вашу просьбу сняться, что-то о себе рассказать? Что вы у них спрашивали, что они вам интересного рассказывали? Вот именно в контакте с людьми, что было интересного? Да, люди здесь очень милые, прекрасные, особенно в Чуме. Я просыпалась каждое утро в Чуме, видела прекрасных людей с хорошим очень отношением ко мне, и я не могла поверить, что я настолько счастливый человек, что я здесь оказалась. А где вы были? Где удалось побывать? Мы были в Чуме, 200 километров от Салехарда на северо-запад. А вы какие-то слова по-русски смогли выучить? Что-то можете сказать? Я так понимаю, что названия районов, возможно, нет. Наверное, были в Ямальском районе или в Приуральском районе. Вот какие-то эти вам знакомые слова, и что вы можете
произнести на русском? Мне показался русский язык очень сложным языком. Я пыталась выучить несколько слов и спрашивала своего гида, как произносится то или иное слово. Но в целом русский язык очень сложный для изучения. И для общения с людьми я пользовалась переводчиком в мобильном телефоне. Вы, когда в декабре планируете сюда приехать, это будет тот же район, те же люди, с которыми вы общались сейчас, или вы хотите попасть в другую часть Ямала? Я уже скучаю по тем ребятам, у которых мы гостили. Я бы с удовольствием навестила их еще раз. Но для следующего раза, скорее всего, я предпочту новое стойбище, новую семью. Прочитала о вас в социальных сетях. Вы признались, что с детства любите животных и нетронутые места. Нашли ли вы на Ямале нетронутые места? И удалось ли пообщаться с оленями? Как у вас сложились с ними отношения? Yes, I had experience, especially in Kenya. Да, опираясь на свой опыт путешествий, я была в Кении, где как раз проживала с местными жителями и изучала взаимоотношения человека с животными, с природой. И только там я поняла, насколько важна эта связь, когда человек живет в согласии с природой, с животными, в той среде, в которой они находятся. И здесь, на Ямале, мне было очень сложно есть оленину, так как сами олени северные показались мне очень милыми животными, которые мне очень понравились, и я сама люблю животных, поэтому в первое время мне было очень сложно принимать то, что вот эти самые олени идут также и в пищу. Но в целом все очень... Здесь тоже взаимоотношения человека и природы очень тесно связаны. Relationship between our reindeer and herders here. У вас в Инстаграм нет, пока, по крайней мере, не увидела сейчас, нет ни одной фотографии, где вы с оленем. Там есть хорошая фотография, где девочка с оленем, вы сфотографировали Неночку, а вас нету. Вы не рискнули сфотографироваться с оленем или просто пока еще не выложили? No, for sure. I want to put Да, я, конечно, планирую опубликовать фотографии с северными оленями. Сейчас я выложила несколько только фрагментов, потому что я хочу воссоздать хронику всей этой поездки. Конечно, да, в будущем я выложу фотографии свои с оленями. Yamal and nomads here, then yes, I will put it on my Instagram in future. А что вам дают такие путешествия в разные уголки мира? Зачем вам это нужно? Я люблю стиль жизни, когда мне нужно преодолевать какие-то сложности. И поэтому посещение таких мест, это дает мне возможность познать себя, познать свои силы. Например, приехать в Чум, где достаточно холодно бывает ночью, где люди вокруг тебя не понимают твою речь. И в таких ситуациях я узнаю больше о себе и о своих возможностях. Поэтому, да, это осознанный выбор. А это приносит какой-то доход? Для того, чтобы путешествовать по миру, нужны деньги. Если верить вашим признаниям в открытых источниках, то вы отучились на дизайнера, но дизайнером не работаете, потому что вам это неинтересно. Где берете деньги на такие путешествия? Я снимала фильмы для разных изданий, в том числе мои работы приобретала группа компаний KLM, авиакомпании. Также я писала и готовила работы и фильмы для National Geographic, в том числе я получаю доход от дизайна одежды. И более того, я замужем, и мой муж помогает нам выживать. А как муж относится к тому, что вы вот поехали на крайний север, в Россию? Это же и климатически страшно, и страна такая неизведанная. То есть что сказал муж? Как он вас отпустил так далеко? С того момента, как я сюда приехала, вся моя семья, друзья и муж, конечно, в том числе, были очень сильно обеспокоены этой поездкой, потому что очень часто мне приходилось слышать о том, что в России небезопасно, туда не стоит ехать иностранцу, тем более самостоятельно, одной, без компании. И каждый раз, конечно, все звонили, писали, узнавали, как я долетела, как я доехала, где я нахожусь, все ли со мной в порядке, не украли ли меня и так далее. Конечно, все беспокоились. Когда приедете домой, что расскажете мужу? Где побывали, что видели?
Все мои друзья, близкие, да, они знают меня хорошо, и они знают, что я люблю такой вид путешествий, потому что, когда я первый раз собиралась в Афганистан, когда там были сложные условия, и когда я ездила на Южный полюс, также сама в одиночку, они сначала были, конечно, удивлены, но потом, уже зная мой характер, приняли, поняли, сказали, ну, раз решила, то, собственно, делай. Самое первое, что я сделаю, когда я вернусь домой, я вручу мужу его подарок. Это кисы мужские, национальные, которые используются в тундре. Они настолько меня поразили, что я решила приобрести их для него как сувенир. Но надеть их там некуда. Я думаю, у вас таких морозов нету, или там бывает такое похолодание, что можно и теплые кисы обуть? Impossible. No, never. Да, конечно, это невозможно их использовать по назначению у нас дома, потому что температуры у нас очень высокие. Я планирую их разместить на стене в своем салоне в качестве экспоната и пригласить людей, чтобы они их могли увидеть, потрогать, пощупать и ознакомиться. Когда будете планировать поездку в декабре сюда к нам на Ямал, мужа с собой возьмете, предложите ему поехать с вами и увидеть своими глазами то, что понравилось вам? Yes, да, конечно, даже в эту поездку он планировал поехать со мной, но не смог из-за того, что слишком занят на работе. И когда я ему отправляла фото и видео со своей поездки, он жалел о том, что не смог поехать, и сказал, что я точно поеду в следующий раз с тобой. Да, я приеду с ним в следующий раз. Не испугают морозы? Здесь будет очень холодно. Можно ведь сильно замерзнуть. Вы же люди южные. Он не боится холодных температур, так как мы с ним уже испытывали подобный опыт, когда были на Южном полюсе. И более того, я сама готовила материал о самом жарком месте планеты и о самом холодном месте планеты. Поэтому он тоже готов к низким температурам и не боится морозов. Вы много в каких местах побывали? Где самое красивое место на планете? На мой взгляд, каждое место красиво по-своему. Да, опыт получается разный, но по красоте сложно выделить что-то одно. Каждый раз, когда я путешествую, мне кажется, что я нахожусь на корабле, в котором мне нужно заглянуть в каждую каюту. Все места красивые. Вот вы говорили, многие иранцы, они, когда вы ехали в Россию, что здесь все-таки опасно и ехать сюда рискованно. То есть вы приехали, возвращаетесь назад, вы свидетель тому, что не опасно и не рискованно. Что бы вы могли сказать россиянам о том, насколько рискованно и опасно ехать в Иран? Я считаю, что у нас очень много общего, несмотря на то, что мы относительно далеко друг от друга. У нас есть похожая еда, похожие даже слова в языках, которые звучат одинаково и означают то же самое. И многие, да, мои друзья, они считали, что здесь опасно, и всегда спрашивали меня, насколько безопасно в России. Да, я готова сейчас вернуться из России домой и рассказать о том, что здесь безопасно. Я им это говорила и писала. И я думаю, что для россиян точно так же будет безопасно приехать в Иран, потому что очень многие жители Ирана, они любят русских, любят Россию, слушают русскую музыку, и поэтому добро пожаловать. А какие слова совпадают? Можете пару слов привести, какие у нас одинаково звучат похоже? Yes, like чемодан. Like we have the same pocket, and yeah, I forgot right now, but yeah, so many was now. Recently, I forgot. А пробовали сказать Ямал? Ямал. Ямал. Yes. До новых встреч на Ямале. Будем ждать вас в декабре и смотреть потом ваш фильм о нас, о Ямале и о немцах ямальских.